Привет, друзья! С вами Лада, и в этом видео я покажу 3 варианта изготовления картонного дна для плетеной корзины. В своей работе я использую все эти 3 варианта. Подробно покажу процесс, расскажу о нюансах, с которыми можно столкнуться при изготовлении картонного дна. Если вам эта тема интересна, то приятного просмотра. Для первого варианта картонного дна я беру картон не слишком толстый, 4 мм толщиной. При работе я всегда использую этот клей ПВА Столяр от фирмы Момент. Он прочно клеит и не коробит картон. Здесь важный момент, чтобы наше дно совсем не коробилось, заметьте, на картоне есть полосы, и я эти заготовки располагаю так, чтобы эти полосы находились перпендикулярно друг другу. Теперь смазываю эти 2 заготовки клеем и склеиваю друг с другом. Вот так у нас получается. Сейчас беру мятую бумагу, это просто лист А4 офисной бумаги, который я смяла в руках, смазываю заготовку клеем. Также промазываю края заготовки и теперь приклеиваю заготовку таким образом, как на видео, на лист мятой бумаги. Теперь срезаю края листа, оставляя буквально по 4 см с каждой стороны и вырезаю уголки. Все это также промазываю клеем ПВА и таким образом приклеиваю на картонную заготовку. Уголки также подклеиваю, смотрю, чтобы там не было просветов. Теперь беру небольшой лист мятой бумаги и приклеиваю на этот кусок. Если вы хотите, чтобы края бумаги сильно не выделялись, тогда советую не резать ножницами бумагу, а рвать. Теперь эту заготовку отправляю под пресс на 24 часа, чтобы она под прессом полностью высохла. Наша заготовка полностью высохла. Я еще покрасила ее водной морилкой мока, толщиной она получилась около 8 мм. И сейчас шилом я делаю отверстие прямо в толщине этого картонного дна по намеченным местам, где у меня будут располагаться стойки. Капаю в это отверстие клеем. Саму стойку я подрезаю под небольшим углом и вставляю в это отверстие. Также вставляю остальные стойки. То есть шилом делаю отверстие, капаю клея вовнутрь и вставляю стойку внутрь. Здесь важно, если у вас заготовка картонного дна получилась не очень толстой, где-то менее 8 мм, то очень сложно будет сделать внутри отверстие для трубочки. Оно может выйти наружу. Вообще такое донышко подходит для четного количества трубочек, стоек, но можно с натяжкой его использовать и для нечетного количества стоек. Главное рассчитать расстояние между ними правильно и гармонично. И теперь показываю второй вариант картонного донышка. Для этого использую тонкий картон примерно 4 мм толщиной и точно так же, как и в первом случае, его обклеиваю мятой бумагой. Только будьте внимательны, в первом случае я показывала, что склеиваю 2 заготовки картона. Для второго варианта картонного дна я беру лишь одну картонную заготовку. Такое дно получается тонким, но не менее прочным. Его использую для небольших изделий, диаметр дна которых не превышает 15 см. У меня уже заранее намечены места, где примерно будут располагаться стойки. А теперь я беру шило и делаю отверстия в намеченных местах. Учитывайте диаметр ваших трубочек. У меня диаметр трубочки 3,5 мм, поэтому отверстие делаю приблизительно такого же размера. Для увеличения отверстия беру что-то подходящего размера к диаметру моей трубочки. Например, крючок. Обратите внимание, что я показываю лишь пример, образец, как сделать такое донышко, поэтому не смотрите на размеры, они здесь приблизительны. Единственное, для этого картонного дна имеет значение количество стоек. Способ, который я показываю, подходит только для четного количества стоек. И теперь беру трубочки, складываю их следующим образом, как на видео, то есть оставляю небольшое расстояние между изгибами, равное расстоянию между отверстиями на картонной заготовке. Здесь важно, чтобы трубочки все-таки были обработаны, они будут легко проходить в отверстие, а необработанные трубочки зачастую будут махриться и плохо проходить. Схема такая: один конец трубочки вставляем в одно отверстие, другой конец в другое, и у нас получилось вот такое донышко. Для третьего варианта картонного дна у меня есть 2 вот такие картонные заготовки, каждая толщиной 2-3 мм и одного размера. Я обклеила их мятой бумагой, как в первом случае, покрасила водной морилкой мока, только не склеиваю их между собой. Теперь промазываю первую заготовку клеем ПВА очень хорошо и обильно. А теперь на эту заготовку я клею трубочки, сначала немного их сминаю в начале и приклеиваю.
Первая заготовка у нас готова с будущими стойками, и я промазываю клеем вторую заготовку. Особенно уделяю внимание боковым сторонам. Именно там нам нужно, чтобы все хорошо склеилось. А теперь уже склеиваю две заготовки вместе. Внимательно смотрите, чтобы все стороны и углы сошлись, чтобы трубочки располагались ровно. Можно, если что, их подправить, пока это все не склеилось окончательно. И в таком положении я это все отправляю под пресс. Приблизительно на 24 часа, пока эта заготовка полностью не высохнет. И вот такое донышко у нас с вами получилось. Такой способ подходит для четного количества трубочек, но если все хорошо гармонично рассчитать, то можно и использовать нечетное количество стоек. Вообще из картона можно сделать любое донышко, и это очень упрощает плетение корзины, если она у вас какой-нибудь необычной формы, например, в виде треугольника или звездочки. Таким образом, не надо это все выплетать, подсчитывать. Картонное дно очень упрощает процесс, а также это большая экономия трубочек. Картонное дно можно делать и для небольших изделий, например, в этом чайном домике я делала такое донышко, и для больших изделий, например, лежанка для кота. У меня там также было картонное дно. Получается очень прочно, единственный минус таких донышек – они могут слегка коробиться. В большинстве случаев этот недостаток можно легко исправить. Например, на этапе изготовления донышка я его сбрызгиваю водой и снова отправляю под пресс, и зачастую оно выпрямляется навсегда. Ну вот мы с вами сделали 3 варианта картонного дна. Напишите, какой вариант вам понравился больше, а какой вы чаще всего используете в своей работе. Напишите, может быть, у вас есть какой-то свой способ изготовления картонного донышка. Нам будет очень интересно почитать. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось и пригодилось. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Здесь вы найдете вдохновение, легкого плетения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!